Никто не знал его прошлого, а люди из хунты и подавно. Он был их маленькой загадкой, их великим патриотом, и по-своему работал для грядущей мексиканской революции не менее рьяно, чем они. Признано это было не сразу, ибо в хунте его не любили. В день, когда он впервые появился в их людном помещении, все заподозрили в нем шпиона, одного из платных агентов Диаса. Ведь сколько товарищей было рассеяно по гражданским и военным тюрьмам Соединенных Штатов. Некоторые из них были закованы в кандалы, но и закованными их переправляли через границу, выстраивали у стены и расстреливали. На первый взгляд мальчик производил неблагоприятное впечатление. Это был действительно мальчик, лет 18, не больше, и не слишком рослый для своего возраста. Он объявил, что его зовут Фелипе Ривера, и что он хочет работать для революции. Вот и все, ни слова больше, никаких дальнейших разъяснений. Он стоял и ждал. На губах его не было улыбки, в глазах привета. Рослый, стремительный Паулино Вера внутренне содрогнулся. Этот мальчик показался ему замкнутым, мрачным. Что-то ядовитое, змеиное таилось в его черных глазах. В них горел холодный огонь, громадная, сосредоточенная злоба. Мальчик перевел взор с революционеров на пишущую машинку, на которой деловито отстукивала маленькая миссис Сэдби. Его глаза на мгновение остановились на ней. Она поймала этот взгляд и тоже почувствовала безыменное нечто, заставившее ее прервать свое занятие. Ей пришлось перечитать письмо, которое она запечатала, чтобы снова войти в ритм работы. Паулино Вера вопросительно взглянул на Арелано и Рамоса, которые, в свою очередь, вопросительно взглянули на него и затем друг на друга. Их лица выражали нерешительность и сомнение. Этот худенький мальчик был неизвестностью, и неизвестностью полной угрозы. Он был непостижимой загадкой для всех этих революционеров, чья свирепая ненависть к Диасу и его тирании была в конце концов только чувством честных патриотов. Здесь крылось нечто другое, что они не знали. Но Вера, самый импульсивный и решительный из всех, прервал молчание. «Отлично», — холодно произнес он. «Ты сказал, что хочешь работать для революции. Сними куртку. Повесь ее вон там. Пойдем, я покажу тебе, где ведро и тряпка. Видишь, пол у нас грязный. Ты начнешь с того, что хорошенько его вымоешь, и в других комнатах тоже. Плевательницы надо вычистить, потом займешься окнами». «Это для революции?» — спросил мальчик. «Да, для революции», — отвечал Паулино. Ривера с холодной подозрительностью посмотрел на них всех и стал снимать куртку. «Хорошо», — сказал он, — «и ничего больше». День за днем он являлся на работу, подметал, скреб, чистил. Он выгребал золу из печей, приносил уголь и растопку, разводил огонь раньше, чем самый усердный из них усаживался за свою конторку. «Можно мне переночевать здесь?» — спросил он однажды. «Ага, вот они и обнаружились, когти Диаса. Ночевать в помещении хунты значит найти доступ к ее тайнам, к спискам имен, к адресам товарищей в Мексике». Просьбу отклонили, и Ривера никогда больше не возобновлял ее. Где он спал, они не знали также, когда и где он ел. Однажды Арелано предложил ему несколько долларов. Ривера покачал головой в знак отказа. Когда Вера вмешался и стал уговаривать его, он сказал: «Я работаю для революции».
Нужно много денег для того, чтобы в наше время поднять революцию. И хунта постоянно находилась в стесненных обстоятельствах. Члены хунты голодали, но не жалели сил для дела. Самый долгий день был для них недостаточно долг. И все же временами казалось, что быть или не быть революции – вопрос нескольких долларов. Однажды, когда плата за помещение впервые не была внесена в течение 2 месяцев, и хозяин угрожал выселением, никто иной, как Фелипе Ривера, поломойка в жалкой дешевой изношенной одежде, положил 60 золотых долларов на конторку Мэй Сэдби. Это стало повторяться и впредь. 300 писем, отпечатанных на машинке, воззвания о помощи, призывы к рабочим организациям, возражения на газетные статьи, неправильно освещающие события, протесты против судебного произвола и преследований революционеров в Соединенных Штатах, лежали неотосланные в ожидании марок. Исчезли часы Веры, старомодные золотые часы с репетиром, принадлежавшие еще его отцу. Исчезло также и простенькое золотое колечко с руки Мэй Сэдби. Положение было отчаянное. Рамос и Арелано безнадежно теребили свои длинные усы. Письма должны быть отправлены, а почта не дает марок в кредит. Тогда Ривера надел шляпу и вышел. Вернувшись, он положил на конторку Мэй Сэдби 1000 двухцентовых марок. «Уж не проклятое ли это золото Диаса?» — сказал Вера товарищам. Они подняли брови и ничего не ответили. И Фелипе Ривера, мывший пол для революции, по мере надобности продолжал выкладывать золото и серебро на нужды хунты. И все же они не могли заставить себя полюбить его. Они не знали этого мальчика. Повадки у него были совсем иные, чем у них. Он не пускался в откровенности, отклонял все попытки вызвать его на разговор, и у них не хватало смелости расспрашивать его. Возможно, великий и одинокий дух. Не знаю, не знаю. Арелано беспомощно развел руками. В нем есть что-то нечеловеческое, заметил Рамос. В его душе все притупилось, сказал Мэй Сэдби. Свет и смех словно выжжены в ней. Он мертвец, и вместе с тем в нем чувствуешь какую-то страшную жизненную силу. «Ривера прошел через ад», — сказал Паулина. «Человек, не прошедший через ад, не может быть таким. А ведь он еще мальчик». И все же они не могли его полюбить. Он никогда не разговаривал, никогда ни о чем не спрашивал, не высказывал своих мнений. Он мог стоять, не шевелясь, неодушевленный предмет, если не считать глаз, горевших холодным огнем, покуда споры о революции становились все громче и горячее. Его глаза вонзались в лица говорящих, как раскаленные сверла. Они смущали их и тревожили. «Он не шпион», — заявил Вера, обращаясь к Мэй Сэдби. «Он патриот. Помяните мое слово. Лучший патриот из всех нас. Я чувствую это сердцем и головой. И все же я его совсем не знаю». «У него дурной характер», — сказала Мэй Сэдби. «Да», — ответил Вера и вздрогнул. «Он посмотрел на меня сегодня. Эти глаза не могут любить. Они угрожают. Они злые, как у тигра. Я знаю, измени я делу, он убьет меня. У него нет сердца. Он беспощаден, как сталь, жесток и холоден, как мороз. Он словно лунный свет в зимнюю ночь, когда человек замерзает на одинокой горной вершине. Я не боюсь Диаса со всеми его убийцами, но этого мальчика я боюсь. Я правду говорю, боюсь. Он — дыхание смерти». И однако Вера, а не кто другой, убедил товарищей дать ответственное поручение Ривере. Связь между Лос-Анджелесом и Нижней Калифорнией была прервана. 3 товарищей сами вырыли себе могилы, и на краю их были расстреляны. 2 других в Лос-Анджелесе стали узниками Соединенных Штатов. Хуан Альварадо,
Командир федеральных войск оказался негодяем. Он сумел разрушить все их планы. Они потеряли связь как с давнишними революционерами в Нижней Калифорнии, так и с новичками. Молодой Ривера получил надлежащие инструкции и отбыл на юг. Когда он вернулся, связь была восстановлена, а Хуан Альварадо был мертв. Его нашли в постели с ножом, по рукоятку ушедшим в грудь. Это превышало полномочия Риверы, но в хунте имелись точные сведения о всех его передвижениях. Его ни о чем не стали расспрашивать. Он ничего не рассказывал. Товарищи переглянулись между собой и все поняли. «Я говорил вам», — сказал Вера, — «больше, чем кого-либо Диасу приходится опасаться этого юноши. Он неумолим, он карающая десница». Дурной характер Риверы, заподозренный Мэй Сэдби и затем признанный всеми, подтверждался наглядными чисто физическими доказательствами. Теперь Ривера нередко приходил с рассеченной губой, распухшим ухом, с синяком на скуле. Ясно было, что он ввязывается в драки там, во внешнем мире, где он ест и спит, зарабатывает деньги и бродит по путям им неведомым. Со временем Ривера научился набирать маленький революционный листок, который хунта выпускала еженедельно. Случалось, однако, что он бывал не в состоянии набирать. То большие пальцы у него были повреждены и плохо двигались, то суставы были разбиты в кровь, то одна рука беспомощно болталась вдоль тела, и лицо искажала мучительная боль. «Бродяга», — говорил Орелано. «Завсегда-то из злачных мест», — говорил Рамос. «Но откуда у него деньги?» — спрашивал Вера. «Сегодня я узнал, что он оплатил счет за бумагу. $140. Это результат его отлучек», — заметила Мэй Сэдби. «Он никогда не рассказывает о них». «Надо его выследить», — предложил Рамос. «Не хотел бы я быть тем, кто за ним шпионит», — сказал Вера. «Думаю, что вы больше никогда не увидели бы меня, разве только на моих похоронах. Он предан какой-то неистовой страсти. Между собой и этой страстью он не позволит стать даже Богу». «Перед ним я кажусь себе ребенком», — признался Рамос. «Я чувствую в нем первобытную силу. Это дикий волк, гремучая змея, приготовившаяся к нападению, ядовитая скалопендра», — сказал Орелано. «Он сама революция, ее дух, ее пламя», — подхватил Вера. «Он воплощение беспощадной, неслышно разящей мести. Он ангел смерти, неусыпно бодрствующий в ночной тиши». «Я готова плакать, когда думаю о нем», — сказала Мэй Сэдби. «У него нет друзей, он всех ненавидит. Нас он терпит лишь потому, что мы — путь к осуществлению его желаний. Он одинок, слишком одинок». Голос ее прервался сдавленным всхлипыванием, и глаза затуманились. Времяпрепровождение Риверы и вправду было таинственно. Случалось, что его не видели в течение недели. Однажды он отсутствовал месяц. Это неизменно кончалось тем, что он возвращался и, не пускаясь ни в какие объяснения, клал золотые монеты на конторку Мэй Сэдби. Потом опять отдавал хунте все свое время, дни, недели. И снова через определенные промежутки исчезал на весь день, заходя в помещение хунты только рано утром и поздно вечером. Однажды Орелано застал его в полночь за набором. Пальцы у него были распухшие, рассеченная губа еще кровоточила. Решительный час приближался. Так или иначе, но революция зависела от хунты, а хунта находилась в крайне стесненных обстоятельствах. Нужда в деньгах ощущалась острее, чем когда-либо, а добывать их стало еще труднее. Патриоты отдали уже все свои гроши и больше дать не могли. Сезонные рабочие, беглые мексиканские пионы жертвовали хунте половину своего скудного заработка. Но нужно было куда больше. Многолетний тяжкий труд, подпольная подрывная работа готовы были принести плоды. Время пришло. Революция была на чаше весов.
Еще один толчок, последнее героическое усилие, и стрелка этих весов покажет победу. Хунта знала свою Мексику. Однажды, вспыхнув, революция уже сама о себе позаботится. Вся политическая машина Диаса рассыплется, как карточный домик. Граница готова к восстанию. Некий Янки с сотней товарищей из Организации «Индустриальные рабочие мира» только и ждет приказа перейти ее и начать битву за Нижнюю Калифорнию. Но он нуждается в оружии. В оружии нуждались все – социалисты, анархисты, недовольные члены профсоюзов, мексиканские изгнанники, пионы, бежавшие от рабства, разгромленные горняки Кердален и Колорадо, вырвавшиеся из полицейских застенков и жаждавшие только одного – как можно яростнее сражаться. И, наконец, просто авантюристы, солдаты фортуны, бандиты, словом, все отщепенцы, все отбросы дьявольски сложного современного мира. И хунта держала с ними связь. Винтовок и патронов, патронов и винтовок. Этот несмолкаемый, непрекращающийся вопль несся по всей стране. Только перекинуть эту разношерстную, горящую местью толпу через границу, и революция вспыхнет. Таможня, северные порты Мексики будут захвачены. Диас и не сможет сопротивляться. Он не осмелится бросить свои основные силы против них, потому что ему нужно удерживать юг. Но пламя перекинется и на юг. Народ восстанет. Оборона городов будет сломлена. Штат за штатом начнет переходить в их руки, и, наконец, победоносные армии революции со всех сторон окружат город Мехико, последний оплот Диаса. Но как достать денег? У них были люди нетерпеливые и упорные, которые сумеют применить оружие. Они знали торговцев, которые продадут и доставят его. Но долгая подготовка к революции истощила хунту. Последний доллар был израсходован, последний источник вычерпан до дна, последний изголодавшийся патриот выжат до отказа, а великое дело по-прежнему колебалось на весах винтовок и патронов. Нищие батальоны должны получить вооружение, но каким образом? Рамос оплакивал свои конфискованные поместья. Ореллано горько сетовал на свою расточительность в юные годы. Мэй Сетби размышляла, как бы все сложилось, если б люди хунты в свое время были экономнее. Подумать, что свобода Мексики зависит от нескольких несчастных тысяч долларов, воскликнул Паулина Вера. Отчаяние было написано на всех лицах. Последняя их надежда, новообращенный Хосе Амарилья, обещавший дать деньги, был арестован на своей гациенде в Чиоауа и расстрелян у стен собственной конюшни. Весть об этом только что дошла до них. Ривера, на коленях скребший пол, поднял глаза. Щетка застыла в его обнаженных руках, залитых грязной мыльной водой. 5000 помогут делу? — спросил он. На всех лицах изобразилось изумление. Вера кивнул и с трудом перевел дух. Говорить он не мог, но в этот миг в нем вспыхнула надежда. «Так заказывайте винтовки», — сказал Ривера. Затем последовала самая длинная фраза, какую когда-либо от него слышали. «Время дорого. Через 3 недели я принесу вам 5000. Это будет хорошо. Станет теплее, и воевать будет легче. Больше я ничего сделать не могу». Вера пытался подавить вспыхнувшую в нем надежду. Все это было так неправдоподобно. Слишком много заветных чаяний разлетелось в прах с тех пор, как он начал революционную игру. Он верил этому обтрепанному мальчишке, мывшему полы для революции, и в то же время не смел верить. «Ты с ума сошел», — сказал он. «Через 3 недели», — отвечал Ривера. «Заказывайте винтовки». Он встал, опустил засученные рукава и надел куртку. «Заказывайте винтовки», — повторил он. «Я ухожу».
После спешки, суматохи, бесконечных телефонных разговоров и перебранки в конторе Келли происходило ночное совещание. Делу Келли было выше головы, к тому же ему не повезло. 3 недели назад он привез из Нью-Йорка Дэнни Уорда, чтобы устроить ему встречу с Биллом Карти. Но Карти вот уже 2 дня как лежит со сломанной рукой, что тщательно скрывается от спортивных репортеров. Заменить его неким. Келли засыпал телеграммами легковесов Запада, но все они были связаны выступлениями и контрактами. А сейчас опять вдруг забрежила надежда, хотя и слабая. «Ну, ты, видно, не робкого десятка», — едва взглянув на Риверу, сказал Келли. Злоба и ненависть горели в глазах Риверы, но лицо его оставалось бесстрастным. «Я побью Уорда». Это было все, что он сказал. «Откуда ты знаешь? Видел ты когда-нибудь, как он дерется?» Ривера молчал. «Да он положит тебя одной рукой с закрытыми глазами». Ривера пожал плечами. «Что у тебя, язык присох, что ли?» — пробурчал директор конторы. «Я побью его». «А ты когда-нибудь с кем-нибудь дрался?» — осведомился Майкл Келли. Майкл, брат директора, держал тотализатор в Йеллоустоуне и зарабатывал немало денег на боксерских встречах. Ривера в ответ удостоил его только злобным взглядом. Секретарь, молодой человек спортивного вида, громко фыркнул. «Ладно, ты знаешь Робертса?» Келли первый нарушил неприязненное молчание. «Я за ним послал, он сейчас придет. Садись и жди, хотя по виду у тебя нет никаких шансов. Я не могу надувать публику, ведь первые ряды идут по $15. Появился Робертс, явно подвыпивший. Это был высокий, тощий человек с несколько развинченной походкой и медлительной речью. Келли без обиняков приступил к делу. «Слушайте, Робертс, вы хвастались, что открыли этого маленького мексиканца. Вам известно, что Карти сломал руку. Так вот, этот мексиканский щенок нахально утверждает, что сумеет заменить Карти. Что вы на это скажете?» «Все в порядке, Келли», — последовал неторопливый ответ. «Он может драться. Вы, пожалуй, скажете еще, что он побьет Уорда?» — съязвил Келли. Робертс немного поразмыслил. «Нет, этого я не скажу. Уорд классный боец, король ринга, но в 2 счета расправиться с Риверой он не сможет. Я Риверу знаю. Это человек без нервов, и он одинаково хорошо работает обеими руками. Он может послать вас на пол с любой позиции. Все это пустяки. Важно, сможет ли он угодить публике. Вы растили и тренировали боксеров всю свою жизнь. Я преклоняюсь перед вашим суждением, но публика за свои деньги хочет получить удовольствие. Сумеет он ей его доставить? Безусловно. И вдобавок здорово измотает Уорда. Вы не знаете этого мальчика, а я знаю. Он мое открытие. Человек без нервов. Сущий дьявол. Уорд еще ахнет, познакомившись с этим самородком. А заодно ахнете и вы все. Я не утверждаю, что он побьет Уорда, но он вам такое покажет. Это восходящая звезда. Отлично. Келли обратился к своему секретарю. Позвоните Уорду. Я его предупредил, что если найду что-нибудь подходящее, то позову его. Он сейчас недалеко, в Йеллоустоуне. Щеголяет там перед публикой и зарабатывает себе популярность. Келли повернулся к тренеру. «Хотите выпить?» Робертс отхлебнул виски и разговорился. «Я еще не рассказывал вам, как я открыл этого мальца. 2 года назад он появился в тренировочных залах. Я готовил Прейна к встрече с Дилани. Прейн человек злой, снисхождения ждать от него не приходится. Он изрядно отколошматил своего партнера, и я никак не мог найти человека, который бы, по доброй воле, согласился работать с ним. Положение было отчаянное, и вдруг попался мне на глаза этот голодный мексиканский парнишка, который вертелся у всех под ногами. Я зацапал его, надел ему перчатки и пустил в дело. Выносливый, как дубленая кожа, но сил маловато, и ни малейшего понятия о правилах бокса. Прейн сделал из него котлету, но он хоть и чуть живой,
а продержался 2 раунда, прежде чем потерять сознание. Голодный, вот и все. Изуродовали его так, что мать родная не узнала бы. Я дал ему $50 и накормил сытным обедом. Надо было видеть, как он жрал. Оказывается, у него 2 дня во рту маковой росинки не было. Ну, думаю, теперь он больше носа не покажет. Не тут-то было. На следующий день явился весь в синяках, но полной решимости еще раз заработать $50 и хороший обед. Со временем он здорово окреп. Прирожденный боец и вынослив невероятно. У него нет сердца. Это кусок льда. Сколько я помню этого мальчишку, он ни разу не произнес 10 слов подряд. «Я его знаю», — заметил секретарь. «Он немало для вас поработал». «Все наши знаменитости пробовали себя на нем», — подтвердил Робертс. «И он все у них перенял. Я знаю, что многих из них он мог бы побить. Но сердце его не лежит к боксу. По-моему, он никогда не любил нашу работу, так мне кажется». «Последние месяцы он выступал по разным мелким клубам», — сказал Келли. «Да, не знаю, что его заставило. Или, может быть, вдруг ретевое заговорило. Он многих за это время побил. Скорее всего, ему нужны деньги, и он неплохо подработал, хотя по его одежде это и незаметно. Странная личность. Никто не знает, чем он занимается, где проводит время, даже когда он при деле. И то кончит работу и сразу исчезнет. Временами пропадает по целым неделям. Советов он не слушает. Тот, кто станет его менеджером, наживет капитал. Да только с ним не столкуешься. Вы увидите, этот мальчишка будет домогаться всей суммы, когда вы заключите с ним договор». В эту минуту прибыл Дэнни Уорд. Это было торжественно обставленное появление. В сопровождении менеджера и тренера он ворвался, как всепобеждающий вихрь добродушия и веселья. Приветствия, шутки и остроты расточались им направо и налево. Улыбка находилась для каждого. Такова уж была его манера, правда, не совсем искренняя. Уорд был превосходный актер, и добродушие считал наилучшим приемом в игре преуспеяния. По существу, это был осмотрительный, хладнокровный боксер и бизнесмен. Остальное было маской. Те, кто знал его или имел с ним дело, говорили, что в денежных вопросах этот малый жох. Он самолично участвовал в обсуждении всех дел, и поговаривали, что его менеджер не более как пешка. Ривера был иного склада. В жилах его, кроме испанской, текла еще и индейская кровь. Он сидел, забившись в угол, молчаливый, неподвижный, и только его черные глаза, перебегая с одного лица на другое, видели решительно все. «Так вот он», — сказал Дэнни, окидывая испытующим взглядом своего предполагаемого противника. «Добрый день, старина!» Глаза Риверы пылали злобой, и на приветствие Дэнни он даже не ответил. Он терпеть не мог всех гринго, но этого ненавидел лютой ненавистью. «Вот это да!» — шутливо обратился Дэнни к менеджеру. «Уж не думаете ли вы, что я буду драться с глухонемым?» Когда смех умолк, он сострил еще раз. «Видно, Лос-Анджелес здорово обеднел, если это лучшее, что вы могли откопать. Из какого детского сада вы его взяли?» «Он славный малый, Дэнни, верь мне», — примирительно сказал Робертс, «и с ним не так легко справиться, как ты думаешь». «Кроме того, половина билетов уже распродана», — жалобно протянул Келли. «Придется тебе пойти на это, Дэнни. Ничего лучшего мы сыскать не могли». Дэнни еще раз окинул Риверу пренебрежительным взглядом и вздохнул. «Придется мне с ним полегче, а то как бы сразу дух не испустил». Робертс фыркнул. «Потише, потише», — осадил Дэнни менеджер. «С неизвестным противником всегда можно нарваться на неприятность». «Ладно, ладно, я это учту», — улыбнулся Дэнни. «Я готов сначала понянчиться с ним для удовольствия почтеннейшей публики. Как насчет 15 раундов, Келли? А потом устроить ему нокаут». «Идет», — последовал ответ. «Только чтобы публика приняла это за чистую монету». «Тогда перейдем к делу», — Дэнни помолчал, мысленно производя подсчет. «Разумеется, 65% валового сбора, как и с карте. Но делиться будем по-другому.
80% меня устроит. Он обратился к менеджеру. Подходяще? Тот одобрительно кивнул. «Ты понял?» — обратился Келли к Ривере. Ривера покачал головой. «Так вот, слушай», — сказал Келли. «Общая сумма составит 65% со сбора. Ты начинающий, и никто тебя не знает. С Дэнни будете делиться так. 80% ему, 20% тебе. Это справедливо. Верно ведь, Робертс?» «Вполне справедливо, Ривера», — подтвердил Робертс. «Ты же еще не составил себе имени». «Сколько это 65% со сбора?» — осведомился Ривера. «Может, 5000, а может, даже и все 8», — поспешил пояснить Дэнни. «Что-нибудь в этом роде. На твою долю придется от 1000 до $1600. Очень недурно за то, что тебя побьет боксер с моей репутацией. Что скажешь на это?» Тогда Ривера их ошарашил. «Победитель получит все», — решительно сказал он. Воцарилась мертвая тишина. «Вот это да!» — проговорил, наконец, менеджер Уорда. Дэнни покачал головой. «Я стрелянный воробей», — сказал он. «Я не подозреваю судью или кого-нибудь из присутствующих. Я ничего не говорю о букмекерах и о всяких надувательствах, что тоже иногда случается. Одно могу сказать, меня это не устраивает. Я играю наверняка, а кто знает, вдруг я сломаю руку, а? Или кто-нибудь опоит меня». Он величественно скинул голову. «Победитель или побежденный, я получаю 80%. Ваше мнение, мексиканец?» Ривера покачал головой. Дэнни взорвало, и он заговорил уже по-другому. «Ладно же, мексиканская собака, теперь-то уж мне захотелось расколотить тебе башку». Робертс медленно поднялся и стал между ними. «Победитель получит все», — угрюмо повторил Ривера. «Почему ты на этом настаиваешь?» — спросил Дэнни. «Я побью вас». Дэнни начал было снимать пальто. Его менеджер знал, что это только комедия. Пальто почему-то не снималось, и Дэнни милостиво разрешил присутствующим успокоить себя. Все были на его стороне. Ривера остался в полном одиночестве. «Послушай, дуралей!» — начал доказывать Келли. «Кто ты?» «Никто. Мы знаем, что в последнее время ты побил нескольких местных боксеров. И все. А Дэнни — классный боец. В следующем выступлении он будет оспаривать звание чемпиона. Тебя публика не знает. За пределами Лос-Анджелеса никто и не слыхал о тебе». «Еще услышат», — пожав плечами, отвечал Ривера. «После этой встречи». «Неужели ты хоть на секунду можешь вообразить, что справишься со мной?» Не выдержав, заорал Дэнни. Ривера кивнул. «Да ты рассуди», — убеждал Келли. «Подумай, какая это для тебя реклама?» «Мне нужны деньги», — отвечал Ривера. «Ты будешь драться со мной 1000 лет, и то не победишь», — заверил его Дэнни. «Тогда почему вы не соглашаетесь?» — сказал Ривера. «Если деньги сами идут к вам в руки, чего же от них отказываться?» «Хорошо, я согласен», — с внезапной решимостью крикнул Дэнни. «Я тебя до смерти сколочу на ринге, голубчик мой». Нашел с кем шутки шутить. «Пишите условия, Келли. Победитель получает всю сумму. Поместите это в газетах. Сообщите также, что здесь дело в личных счетах. Я покажу этому младенцу, где раки зимуют». Секретарь Келли уже начал писать, когда Дэнни вдруг остановил его. «Стой!» Он повернулся к Ривере. «Когда взвешиваться?» «Перед выходом», — последовал ответ. «Ни за что на свете, наглый мальчишка. Если победитель получает все, взвешиваться будем утром в 10. «Тогда победитель получит все?» — переспросил Ривера. Дэнни утвердительно кивнул. Вопрос был решен. Он выйдет на ринг в полной форме. «Взвешивался здесь, в 10», — продиктовал Ривера. Перо секретаря снова заскрипело. «Это значит лишних 5 фунтов», — недовольно заметил Робертс Ривере. «Ты пошел на слишком большую уступку. Продул бой. Дэнни будет силен, как бык, дурень ты. Он наверняка тебя побьет. Даже малейшего шанса у тебя не осталось». Вместо ответа Ривера бросил на него холодный, ненавидящий взгляд. Он презирал даже этого гринга, которого считал лучшим из всех.
Появление Ривера на ринге осталось почти незамеченным. В знак приветствия раздались только отдельные жидкие хлопки. Публика не верила в него. Он был ягненком, отданным на заклание великому Дэнни. Кроме того, публика была разочарована. Она ждала эффектного боя между Дэнни Уордом и Билли Карти, а теперь ей приходилось довольствоваться этим жалким маленьким новичком. Неодобрение ее выразилось в том, что пари за Дэнни заключались 2, даже 3 против 1, а на кого поставлены деньги, тому отдано и сердце публики. Юный мексиканец сидел в своем углу и ждал. Медленно тянулись минуты. Дэнни заставлял дожидаться себя. Это был старый трюк, но он неизменно действовал на начинающих бойцов. Новичок терял душевное равновесие, сидя вот так, один на один со своим собственным страхом и равнодушной, утопающей в табачном дыму, публикой. Но на этот раз испытанный трюк себя не оправдал. Робертс оказался прав. Ривера не знал страха. Более организованный, более нервный и впечатлительный, чем кто бы то ни было из боксеров, этого чувства он не ведал. Атмосфера заранее предрешенного поражения не влияла на него. Его секундантами были гринго, подонки, грязные отбросы этой кровавой игры, бесчестные и бездарные. И они тоже были уверены, что их сторона обречена на поражение. «Ну, теперь смотри в оба», — предупредил его Спайдер Хэггерти. Спайдер был главным секундантом. «Старайся продержаться как можно дольше», — такова инструкция Келли. «Иначе растрезвонят на весь Лос-Анджелес, что это опять фальшивая игра». Все это не способствовало бодрости духа. Но Ривера ничего не замечал. Он презирал бокс. Это была ненавистная игра ненавистных гринго. Начал он ее в роли снаряда для тренировки только потому, что умирал с голоду. То, что он был словно создан для бокса, ничего для него не значило. Он это занятие ненавидел. До своего появления в хунте Ривера не выступал за деньги, а потом убедился, что это легкий заработок. Не первый из сынов человеческих преуспевал он в профессии, им самим презираемый. Впрочем, Ривера не вдавался в рассуждения. Он твердо знал, что должен выиграть этот бой. Иного выхода не существовало. Тем, кто сидел в этом переполненном зале, в голову не приходило, какие могучие силы стоят за его спиной. Дэнни Уорд дрался за деньги, за легкую жизнь, покупаемую на эти деньги. То же, за что дрался Ривера, пылало в его мозгу, и пока он ожидал в углу ринга своего хитроумного противника, ослепленные и страшные видения, как наяву, проходили перед его широко открытыми глазами. Он видел белые стены гидростанции в Рио-Бланко, видел 6000 рабочих, голодных и изнуренных, видел ребятишек лет 7-8, за 10 центов работающих целую смену, видел мертвенно-бледные лица ходячих трупов, рабочих красильщиков. Он помнил, что его отец называл эти красильни камерами самоубийц. Год работы в них означал смерть. Он видел маленькое патио и свою мать, вечно возившуюся со скудным хозяйством и все же находившую время ласкать и любить сына. Видел и отца, могучего, широкоплечего, длинноусого человека, который всех любил, и чье сердце было так щедро, что избыток этой любви изливался и на мать, и на маленького мучача, игравшего в углу патио. В те дни его звали не Филиппо Ривера, а Фернандес. Он носил фамилию отца и матери. Его имя было Хуан. Впоследствии он переменил и то, и другое. Фамилия Фернандес была слишком ненавистна полицейским префектам и жандармам. Большой добродушный Хоакин Фернандес, немалое место занимал он в видениях Риверы. В те времена малыш ничего не понимал, но теперь, оглядываясь назад, юноша понимал все. Он словно опять видел отца за наборной кассой маленькой типографии или за письменным столом, выводящим бесконечные торопливые неровные строчки. Он опять переживал те таинственные вечера, когда рабочие под покровом тьмы, точно злодеи, сходились к его отцу и вели долгие, нескончаемые беседы. А он, мучача,
без сна лежал в своем уголке. Откуда-то издалека до него донесся голос Хэггерти. «Ни в коем случае сразу не ложиться на пол. Такова инструкция. Получай трепку за свои деньги». 10 минут прошло, а Ривера все еще сидел в своем углу. Дэнни не показывался. Видимо, он хотел выжать все, что можно из своего трюка. Новые видения пылали перед внутренним взором Риверы. Забастовка, вернее локаут, потому что рабочие Рио-Бланко помогали своим бастующим братьям в Пуэбло. Голод, хождение в горы за ягодами, кореньями и травами. Все они этим питались и мучились резями в желудке. А затем кошмар, пустырь перед лавкой компании. Тысячи голодных рабочих, генерал Росальо Мартинес и солдаты Порфирио Диаса, и винтовки, изрыгающие смерть. Казалось, они никогда не смолкнут. Казалось, прегрешения рабочих вечно будут омываться их собственной кровью. И эта ночь. Трупы целыми вазами, отправляемые в Веракрус на съедение акулам. Сейчас он снова ползает по этим страшным кучам, ищет отца и мать, находит их растерзанных, изуродованных. Особенно запомнилась ему мать. Виднелась только ее голова, тело было погребено под грудой других тел. Снова затрещали винтовки солдат Порфирио Диаса. Снова мальчик пригнулся к земле и пополз прочь, точно затравленный горный койот. Рев, похожий на шум моря, донесся до его слуха, и он увидел Дэнни Уорда, выступающего по центральному проходу со свитой тренеров и секундантов. Публика неистовала, приветствуя героя и заведомого победителя. У всех на устах было его имя, все стояли за него. Даже секунданты Риверы повеселели, когда Дэнни ловко нырнул под канат и вышел на ринг. Улыбка сияла на его лице, а когда Дэнни улыбался, то улыбалась каждая его черточка, даже уголки глаз, даже зрачки. Свет не видывал такого благодушного боксера. Лицо его могло бы служить рекламой, образцом хорошего самочувствия, искреннего веселья. Он знал всех. Он шутил, смеялся, посылал с ринга приветы друзьям. Те, что сидели подальше и не могли выказать ему своего восхищения, громко кричали: «О, Дэнни!» Бурные овации продолжались не менее 5 минут. На Риверу никто не обращал внимания. Его словно и не существовало. А дутловатая физиономия Спайдера Хэггерти склонилась над ним. «Не подаваться сразу», — предупредил Спайдер. «Помни инструкцию. Держись до последнего. Не ложиться. Если окажешься на полу, нам велено избить тебя в раздевалке. Понятно? Братцы, и точка». Зал разразился аплодисментами. Дэнни шел по направлению к противнику. Он наклонился обеими руками, схватил его правую руку и сердечно потряс ее. Улыбающееся лицо Дэнни вплотную приблизилось к лицу Риверы. Публика взвыла при этом проявлении истинно спортивного духа. С противником он встретился, как с родным братом. Губы Дэнни шевелились, и публика, истолковывая неслышные ей слова, как благожелательное приветствие, снова разразилась восторженными воплями. Только Ривера расслышал сказанное шепотом. «Ну ты, мексиканский крысенок», — прошипел Дэнни, не переставая улыбаться. «Сейчас я вышибу из тебя дух». Ривера не шевельнулся, не встал. Его ненависть сосредоточилась во взгляде. «Встань, собака!» — крикнул кто-то с места. Толпа начала свистеть, осуждая его за неспортивное поведение, но он продолжал сидеть неподвижно. Новый взрыв аплодисментов приветствовал Дэнни, когда тот шел обратно. Едва Дэнни разделся, послышались восторженные охи и ахи. Тело у него было великолепное, гибкое, дышащее здоровьем и силой. Кожа белая и гладкая, как у женщины. Грация, упругость и мощь были воплощены в нем. Да он и доказал это во множестве боев. Все спортивные журналы пестрели его фотографиями.
Словно стон пронесся по залу, когда Спайдер Хэггерти помог Ривере стащить через голову свитер. Смуглая кожа придавала его телу еще более худосочный вид. Мускулы у него были, но значительно менее эффектные, чем у его противника. Однако публика не разглядела ширины его грудной клетки. Не могла она также угадать, как мгновенно реагирует каждая его мускульная клеточка. Не могла угадать неутомимости Риверы, утонченности нервной системы, превращавшей его тело в великолепный боевой механизм. Публика видела только смуглокожего 18-летнего юношу с еще мальчишеским телом. Другое дело Дэнни. Дэнни было 24 года, и его тело было телом мужчины. Контраст этот еще больше бросился в глаза, когда они вместе стали посреди ринга, выслушивая последние инструкции судьи. Ривера заметил Робертса, сидевшего непосредственно за репортерами. Он был пьянее, чем обычно, и речь его, соответственно, была еще медлительнее. «Не робей, Ривера», — тянул Робертс. «Он тебя не убьет, запомни это. Первого натиска нечего пугаться. Защищайся, а потом иди на клинч. Он тебя особенно не изувечит. Представь себе, что это тренировочный зал». Ривера и виду не подал, что расслышал его слова. «Вот угрюмый чертенок», — пробормотал Робертс, обращаясь к соседу. «Какой был, такой и остался». Но Ривера уже не смотрел перед собой обычным, исполненным ненависти взглядом. Бесконечные ряды винтовок мерещились ему и ослепляли его. Каждое лицо в зале до самых верхних мест ценою в $1 превратилось в винтовку. Он видел перед собой мексиканскую границу, бесплодную, выжженную солнцем. Вдоль нее двигались оборванные толпы, жаждущие оружия. Встав, он продолжал ждать в своем углу. Его секунданты уже пролезли под канаты и унесли с собой брезентовый стул. В противоположном углу ринга стоял Дэнни и смотрел на него. Загудел гонг, и бой начался. Публика выла от восторга. Никогда она не видела столь внушительного начала боя. Правильно писали в газетах. Тут были личные счеты. Дэнни одним прыжком покрыл 3/4 расстояния, отделявшего его от противника, и намерение съесть этого мексиканского мальчишку так и было написано на его лице. Он обрушил на него не один, не два, не десяток, но вихрь ударов сокрушительных, как ураган. Ривера исчез. Он был погребен под лавиной кулачных ударов, наносимых ему опытным и блестящим мастером со всех углов и со всех позиций. Он был смят, отброшен на канаты. Судья разнял бойцов, но Ривера тотчас же был отброшен снова. Боем это никто бы не назвал. Это было избиение. Любой зритель, за исключением зрителя боксерских состязаний, выдохся бы в первую минуту. Дэнни, несомненно, показал, на что он способен, и сделал это великолепно. Уверенность публики в исходе состязания, равно как и ее пристрастие к фавориту, была безгранична. Она даже не заметила, что мексиканец все еще стоит на ногах. Она позабыла о Ривере. Она едва видела его, так он был заслонен от нее свирепым натиском Дэнни. Прошла минута, другая. В момент, когда бойцы разошлись, публике удалось бросить взгляд на мексиканца. Губа у него была рассечена, из носа лила кровь. Когда он повернулся и вошел в клинч, кровавые полосы, следы канатов были ясно видны на его спине. Но вот то, что грудь его не волновалась, а глаза горели обычным холодным огнем, этого публика не заметила. Слишком много будущих претендентов на звание чемпиона практиковали на нем такие сокрушительные удары. Он научился выдерживать их за $1 разовых или за $15 в неделю. Тяжелая школа, но она пошла ему на пользу. Затем случилось нечто поразительное. Ураган комбинированных ударов вдруг стих. Ривера один стоял на ринге. Дэнни, грозный Дэнни, лежал на спине. Он не пошатнулся, не опустился на пол медленно и постепенно,
но грохнулся сразу. Короткий боковой удар левого кулака Риверы поразил его внезапно, как смерть. Судья толкнул Риверу и теперь отсчитывал секунды, стоя над павшим гладиатором. Тело Дэнни затрепетало, когда сознание понемногу стало возвращаться к нему. В обычае завсегдатаев боксерских состязаний приветствовать удачный нокаут громкими изъявлениями восторга. Но сейчас они молчали. Все произошло слишком неожиданно. В напряженном молчании прислушивался зал к счету секунд, как вдруг торжествующий голос Робертса прорезал тишину. «Я же говорил вам, что он одинаково владеет обеими руками!» На 5-й секунде Дэнни перевернулся лицом вниз. Когда судья сосчитал до 7, он уже отдыхал, стоя на одном колене, готовый подняться при счете 9, раньше, чем будет произнесено 10. Если при счете 10 колено Дэнни все еще будет касаться пола, его должны признать побежденным и выбывшим из боя. В момент, когда колено отрывается от пола, он считается на ногах, и в этот момент Ривера уже вправе снова положить его. Ривера не хотел рисковать. Он приготовился ударить в ту секунду, когда колено Дэнни отделится от пола. Он обошел противника, но судья втиснулся между ними, и Ривера знал, что секунды тот считает слишком медленно. Все гринго были против него, даже судья. При счете 9 судья резко оттолкнул Риверу. Это было неправильно. Зато Дэнни успел подняться, и улыбка снова появилась на его губах. Согнувшись почти пополам, защищая руками лицо и живот, он ловко вошел в клинч. По правилам, судья должен был его остановить, но он этого не сделал. И Дэнни буквально прилип к противнику, с каждой секундой восстанавливая свои силы. Последняя минута раунда была на исходе. Если он выдержит до конца, у него будет потом целая минута, чтобы прийти в себя. И он выдержал. Продолжал улыбаться, несмотря на отчаянное положение. «А все ведь улыбается!» — крикнул кто-то, и публика облегченно засмеялась. «Черт знает, какой удар у этого мексиканца!» — шепнул Дэнни тренеру, покуда секунданты, не щадя сил, трудились над ним. 2-й и 3-й раунды прошли бледно. Дэнни, хитрый и многоопытный король ринга, только маневрировал, финтил, стремясь выиграть время и оправиться от страшного удара, полученного им в 1-м раунде. В 4-м раунде он был уже в форме. Расстроенный и потрясенный, он все же благодаря силе своего тела и духа сумел прийти в себя. Правда, свирепой тактики он уже больше не применял. Мексиканец оказывал потрясающее сопротивление. Теперь Дэнни призвал на помощь весь свой опыт. Этот великий мастер, ловкий и умелый боец приступил к методическому изматыванию противника, не будучи в силах нанести ему решительный удар. На каждый удар Риверы он отвечал 3, но этим он скорее мстил противнику, чем приближал его к нокауту. Опасность заключалась в сумме ударов. Дэнни почтительно и с опаской относился к этому мальчишке, обладавшему удивительной способностью обеими руками наносить короткие боковые удары. В защите Ривера прибег к смутившему противника отбиву левой рукой. Раз за разом пользовался он этим приемом, гибельным для носа и губ Дэнни. Но Дэнни был многообразен в приемах, поэтому-то его и прочили в чемпионы. Он умел на ходу менять стиль боя. Теперь он перешел к ближнему бою, в котором был особенно страшен, и это дало ему возможность спастись от страшного отбива противника. Несколько раз подряд вызывал он бурные овации великолепным апперкотом, поднимавшим мексиканца на воздух и затем валившим его с ног. Ривера отдыхал на одном колене, сколько позволял счет, зная, что для него судья отсчитывает очень короткие секунды. В 7-м раунде Дэнни применил поистине дьявольский апперкот, но Ривера только пошатнулся, и тотчас же, не дав ему опомниться, Дэнни нанес противнику 2-й страшный удар, отбросивший его на канаты.
Ривера шлепнулся на сидевших внизу репортеров, и они толкнули его обратно на край платформы. Он отдохнул на одном колене, покуда судья торопливо отсчитывал секунды. По ту сторону каната его дожидался противник. Судья не думал вмешиваться или отталкивать Дэнни. Публика была вне себя от восторга. Вдруг раздался крик: «Прикончи его, Дэнни! Прикончи!» Сотни голосов, точно волчья стая, подхватили этот вопль. Дэнни сделал все от него зависящее, но Ривера при счете 8, а не 9 неожиданно проскочил под канат и вошел в клинч. Судья опять захлопотал, отводя Риверу так, чтобы Дэнни мог ударить его и предоставляя любимцу все преимущества, какие только может предоставить пристрастный судья. Но Ривера продолжал держаться, и туман в его мозгу рассеялся. Все было в порядке вещей. Эти ненавистные гринго, бесчестны все до одного. Знакомые видения снова пронеслись перед ним. Железнодорожные пути в пустыне, жандармы и американские полисмены, тюрьмы и полицейские застенки, бродяги водокачек. Вся его страшная и горькая одиссея после Рио-Бланка и забастовки. И в блеске и сиянии славы он увидел великую красную революцию, шествующую по стране. Винтовки! Вот они здесь, перед ним. Каждое ненавистное лицо — винтовка. За винтовки он примет бой. Он сам винтовка. Он сам революция. Он бьется за всю Мексику. Поведение Риверы стало явно раздражать публику. Почему он не принимает предназначенной ему трепки? Ведь все равно он будет побит. Зачем же так упрямо оттягивать исход? Очень немногие желали удачи Ривере, хотя были и такие. На каждом состязании немало людей, которые ставят на темную лошадку. Почти уверенные, что победит Дэнни, они все же поставили на мексиканца 4 против 10 и 1 против 3. Большинство из них, правда, ставило на то, сколько раундов выдержит Ривера. Бешеные суммы ставили на то, что он не продержится и до 6-го или 7-го раунда. Уже выигравшие эти пари, теперь, когда их рискованное предприятие окончилось так благополучно, на радостях тоже аплодировали фавориту. Ривера не желал быть побитым. В 8-м раунде его противник тщетно пытался повторить апперкот. В 9-м Ривера снова поверг публику в изумление. Во время клинча он легким, быстрым движением отодвинулся от противника, и правая рука его ударила в узкий промежуток между их телами. Дэнни упал, надеясь уже только на спасительный счет. Толпа обомлела. Дэнни стал жертвой своего же собственного приема. Знаменитый апперкот правый теперь обрушился на него самого. Ривера не сделал попытки схватиться с ним, когда он поднялся при счете 9. Судья явно хотел застопорить схватку, хотя, когда ситуация была обратной и подняться должен был Ривера, он стоял, не вмешиваясь. В 10-м раунде Ривера дважды прибег к апперкоту, то есть нанес удар правой снизу от пояса к подбородку противника. Бешенство охватило Дэнни. Улыбка по-прежнему не сходила с его лица, но он вернулся к своим свирепым приемам. Несмотря на ураганный натиск, ему не удалось вывести Риверу из строя, а Ривера умудрился среди этого вихря, этой бури ударов 3 раза кряду положить Дэнни. Теперь Дэнни оживал уже не так быстро, и к 11-му раунду положение его стало очень серьезным. Но с этого момента и до 14-го раунда он демонстрировал все свои боксерские навыки и качества, бережливо расходуя силы. Кроме того, он прибегал к таким подлым приемам, которые известны только опытному боксеру. Все трюки и подвохи были им использованы до отказа. Он как бы случайно прижимал локтем к боку перчатку противника, затыкал ему рот, не давая дышать. Входя в клинч, шептал своими рассеченными, но улыбающимися губами в ухо Ривере нестерпимые грязные оскорбления. Все до единого, начиная от судьи и кончая публикой, держали сторону Дэнни, помогали ему, отлично зная, что у него на уме. Нарвавшись на такую неожиданность,
Он все ставил теперь на один решительный удар. Он открывался, финтил, изворачивался во имя этой единственной оставшейся ему возможности нанести удар, вложив в него всю свою силу и тем самым вырвать у противника инициативу. Как это уже было сделано однажды до него неким еще более известным боксером, он должен нанести удар справа и слева, солнечное сплетение и челюсть. И Дэнни мог это сделать, ибо пока он держался на ногах, руки его сохраняли силу. Секунданты Риверы не очень-то заботились о нем в промежутках между раундами. Они махали полотенцами лишь для виду, почти не подавая воздуха его задыхающимся легким. Спайдер Хэггерти усиленно шептал ему советы, но Ривера знал, что следовать им нельзя. Все были против него. Его окружало предательство. В 14-м раунде он снова положил Дэнни, а сам, бессильно опустив руки, отдыхал, покуда судья отсчитывал секунды. В противоположном углу послышалось подозрительное перешептывание. Ривера увидел, как Майкл Келли направился к Робертсу и, нагнувшись, что-то зашептал. Слух у Риверы был, как у дикой кошки, он уловил обрывки разговора, но ему хотелось услышать больше, и когда его противник поднялся, он сманеврировал так, чтобы схватиться с ним над самыми канатами. «Придется», — услышал он голос Майкла Келли, и Робертс одобрительно кивнул. «Дэнни должен победить. Не то я теряю огромную сумму. Я всадил в это дело уйму денег. Если он выдержит 15-й, я пропал. Вас мальчишка послушает. Необходимо что-то предпринять». С этой минуты никакие видения уже не отвлекали Риверу. Они пытаются надуть его. Он снова положил Дэнни и отдыхал, уронив руки. Робертс встал. «Ну, готов», — сказал он. «Ступай в свой угол». Он произнес это повелительным тоном, каким не раз говорил с Риверой на тренировочных занятиях. Но Ривера только с ненавистью взглянул на него, продолжая ждать, когда Дэнни поднимется. В последовавший затем минутный перерыв Келли пробрался в угол Риверы. «Брось эти шутки, черт тебя подери!» — зашептал он. «Ложись, Ривера, послушайся меня, и я устрою твое будущее. В следующий раз я дам тебе побить Дэнни, но сегодня ты должен лечь». Ривера взглядом показал, что расслышал, но не подал ни знака согласия, ни отказа. «Что же ты молчишь?» — злобно спросил Келли. «Так или иначе ты проиграешь», — поддал жару Спайдер Хэггерти. «Судья не отдаст тебе победы. Послушайся, Келли, и ложись». «Ложись, мальчик», — настаивал Келли, — «и я сделаю из тебя чемпиона». Ривера не отвечал. «Честное слово, сделаю, а сейчас выручи меня». Удар гонга зловеще прозвучал для Риверы. Публика ничего не замечала. Он и сам еще не знал, в чем опасность, знал только, что она приближается. Былая уверенность, казалось, вернулась к Дэнни. Это испугало Риверу. Ему готовили какой-то подвох. Дэнни ринулся на него, но Ривера ловко уклонился. Его противник ждал клинча. Видимо, это было необходимо ему для задуманного подвоха. Ривера отступал, увертывался, но знал, что рано или поздно ему не избежать ни клинча, ни подвоха. В отчаянии он решил выиграть время. Он сделал вид, что готов схватиться с Дэнни при первом же его натиске. Вместо этого, когда их тела вот-вот должны были соприкоснуться, Ривера отпрянул. В это мгновение в углу Дэнни завопили: «Нечестно!» Ривера одурачил их. Судья в нерешительности остановился. Слова, уже готовые сорваться с его губ, так и не были произнесены, потому что пронзительный мальчишеский голос крикнул с галерки: «Грубая работа!» Дэнни вслух обругал Риверу и двинулся на него. Ривера стал пятиться. Мысленно он решил больше не наносить ударов в корпус. Правда, таким образом терялась половина шансов на победу, но он знал, что если победит, то только с дальней дистанции. Все равно теперь по малейшему поводу его станут обвинять в нечестной борьбе. Дэнни уже послал к черту всякую осторожность. 2 раунда кряду он беспощадно дубасил этого мальчишку, не смевшего схватиться с ним вплотную. Ривера принимал удар за ударом, он принимал их десятками, лишь бы избегнуть гибельного клинча.
Во время этого великолепного натиска Дэнни публика вскочила на ноги. Казалось, все сошли с ума, никто ничего не понимал. Они видели только одно — их любимец побеждает. «Не уклоняйся от боя!» — в бешенстве орали Ривери. «Трус! Раскройся, щенок! Раскройся! Прикончи его, Дэнни! Твое дело верное!» Во всем зале один Ривера сохранял спокойствие. По темпераменту, по крови он был самым горячим, самым страстным из всех. Но он закалился в волнениях настолько больших, что эта бурная страсть толпы, нараставшая как морские волны, для него была нечувствительнее легкого дуновения вечерней прохлады. На 17-м раунде Дэнни привел в исполнение свой замысел. Под тяжестью его удара Ривера согнулся. Руки его бессильно опустились, он отступил, шатаясь. Дэнни решил, что счастливый миг настал, мальчишка был в его власти. Но Ривера этим маневром усыпил его бдительность и сам нанес ему сокрушительный удар в челюсть. Дэнни упал. 3 раза он пытался подняться, и 3 раза Ривера повторил этот удар. Никакой судья не посмел бы назвать его неправильным. «Билл! Билл!» — взмолился Келли, обращаясь к судье. «Что я могу сделать?» — в тон ему отвечал судья. «Мне не к чему придраться». Дэнни, побитый, но решительный, всякий раз поднимался снова. Келли и другие, сидевшие возле самого ринга, начали звать полицию, чтобы прекратить его избиение, хотя секунданты Дэнни, отказываясь признать поражение, по-прежнему держали наготове полотенце. Ривера видел, как толстый полисмен неуклюже полез под канаты. Что это может значить? Сколько разных надувательств у этих гринго! Дэнни, поднявшись на ноги, как пьяный, бессмысленно топтался перед ним. Судья и полисмен одновременно добежали до Риверы в тот миг, когда он наносил последний удар. Нужды прекращать борьбу уже не было. Дэнни больше не поднялся. «Считай!» — хрипло крикнул Ривера. Когда судья кончил считать, секунданты подняли Дэнни и оттащили его в угол. «За кем победа?» — спросил Ривера. Судья неохотно взял его руку в перчатке и высоко поднял ее. Никто не поздравлял Риверу. Он один прошел в свой угол, где секунданты даже не поставили для него стула. Он прислонился спиной к канатам и с ненавистью посмотрел на секундантов. Затем перевел взгляд дальше и еще дальше, пока не охватил им все 10 000 гринго. Колени у него дрожали. Он всхлипывал в изнеможении. Ненавистные лица плыли и качались перед ним. Но вдруг он вспомнил. Это винтовки. Винтовки принадлежат ему. Революция будет продолжаться.